Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск кулинарного канала «Готовим без изысков». Сегодня я буду заквашивать капусту в городских условиях. У меня нет подвала, у меня нет веранды, где некоторые хранят зимой продукты, у меня нет погреба. И поэтому для сохранения капусты я буду использовать исключительно холодильник. Капуста для закваски используется плотная, по цвету близкая к белой. На 1 килограмм капусты для закваски мне потребуется 17 грамм соли, 100 грамм моркови, 5 грамм сахара, 2 грамма семян укропа. Здесь у меня 5 килограмм капусты и соответствующее количество ингредиентов. Приступим. Вначале я нарезаю морковь. Вот такое количество моркови у меня получилось. После того, как я нарезал морковь, я теперь буду нарезать капусту. Теперь я начинаю нарезать капусту. Капусту я буду нарезать дольками не толще, чем 5-7 миллиметров. У каждого вилка капусты я обязательно вырезал кочерышку. Если кочерышку оставить и нарезать вместе с капустой, поместить ее в банку, то капуста потом будет горчить. Я нарезал килограмм капусты, и теперь буду в капусту добавлять соль, морковь, сахар и семена укропа. Как я говорил раньше, на 1 килограмм капусты потребуется 17 грамм соли, 100 грамм моркови, 5 грамм сахара и 2 грамма семян укропа. Чеснок, лавровый лист, перец я не добавляю. Эти ингредиенты замедляют процессы брожения, а вот сахар, наоборот, ускоряет. Когда я добавил все ингредиенты, я капусту начинаю с ними перемешивать. Капусту я перемешиваю до тех пор, пока она не заплачет. Хорошо видно, что капуста, в кавычках, конечно, заплакала. То есть выделился сок, и теперь я эту капусту буду помещать в банку, в которой она будет кваситься. Смешанную с ингредиентами капусту я помещаю в стеклянную банку и плотно утрамбовываю. Подчеркиваю, что соль я использую исключительно каменную, не йодированную.
Помещаю следующие порции нарезанной капусты в банку и плотно их тоже утрамбовываю. Вот столько капусты у меня получилось. Теперь о завершающей фазе закваски. Первое. Капуста должна кваситься 3-5 дней при температуре 20-22 градуса. Капуста квасится под гнетом. У меня гнетом будет выступать банка с водой. В процессе закваски из капусты должен выделиться сок, который должен покрывать капусту полностью. Если этого не произойдет в первые сутки, то надо в 150 граммах теплой воды, кипяченой теплой воды, температуре 35-40 градусов, развести 5 грамм соли и 5 грамм сахара и добавить в капусту. Следующее. Капусту надо каждый день, пока она квасится, протыкать какой-нибудь палочкой металлической или деревянной до дна. Это делается для того, чтобы из капусты выделился углекислый газ. Если этого не делать, то капуста тогда будет горчить. Ну и капусту, которая квасится, надо держать на какой-то тарелке, потому что в процессе закваски сок может выделиться, сок, выделяющийся из капусты, может перелиться через край банки и попасть на стол. Гнет будет выглядеть вот так. На этом тема сегодняшнего ролика исчерпана. Пишите, что вам понравилось или что не понравилось в ролике. Всем приятного аппетита и до новых встреч!